Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, пасьянс, события до конца сентября, неожиданности и сюрпризы. И вторая половина сентября энергетически, за счет транзитов, будет несколько в других энергиях, если начало месяца. Венера была в гармоничном аспекте, и для нас это больше, может быть, какой-то расслабленности или если мы говорим о гармонии, то больше каких-то доброприятных энергий, то уже 22 сентября у Венеры происходит сложный аспект с планетой Плутон, мои дорогие. И Плутон, как известно, меняет или перестраивает, как и нашу жизнь, личную жизнь. Статусы меняет вопросы, опять же, по статусам, может быть, в карьере. И это время формирования новых целей. И вы где-то это можете прочувствовать. Прошлое составляет, с ним окончательно разобраться. И чтобы где-то к середине октября у нас были более четкие приоритеты. Кроме этого, еще и Лилит в весах у нас находится. И Лилит в весах добавит как будто вишенку на торт и сделает акцент именно на той сфере жизни, где вы ходите по кругу, где как раз нужно принять какое-то решение. Отсюда, может быть, от этого круга или от какого-то повторенного сценария, который вам уже надоел. И происходят одни и те же какие-то либо проблемы, либо какие-то вопросы вас не оставляют. И 18 сентября лунное затмение, которое открывает коридор затмений. Но лунное затмение у нас в рыбах, а управитель Нептун находится тоже в ретро-движении. И это не совсем период сентября, это до 7 декабря. И, возможно, в этот период возвратятся к нам некоторые ситуации, особенно те, которые были связаны с противоречиями или тайнами. Как и вашими тайнами, так и чьими-то тайнами, так тоже может быть. Или внутренние сомнения, страхи. И этот период может стать либо как своеобразный период прозрения, или реальности без оправданий. Вот такие аспекты. И благополучный момент – это то, что у нас Меркурий находится по 26 число в Деве. Больше реализма нам добавляет. Потому что Меркурий – это тоже его одна из обителей, но это не тот Меркурий, который близнецовский Меркурий. И это здесь больше продуманности, больше четкости, больше здравого смысла. Для кого интересно узнать поподробнее, перейдите в инфобокс в описании под видео. И я оставлю ссылки на свой сайт, статьи, планетарные гороскопы, так и видео на канале YouTube, ссылки на плейлисты. У меня есть и с разными транзитами видео для всех знаков зодиака. Так, есть и, опять же, на 25-й год. Одним словом, переходите, выбирайте, читайте. Мы идем вперед. И когда я создавала этот пасьянс, я его так и назвала, неожиданности и сюрпризы. Поэтому давайте будем смотреть. Ну да, вот может накрывать за счет лунного затмения какая-то ситуация, когда вы, может быть, и прежде сомневались по какому-то вопросу. И вот это значение, паук, это то, чего нет в реальности. Но то, что мы должны прояснить, мы как раз эту реальность и должны увидеть, возможно. Какие-то важные согласования у вас выпадает. Официальное учреждение, и это может быть прообраз, как и банков, организаций или высоких чиновников, к которым вы отправитесь, что-то подписывать или подавать куда-то документы, или согласовывать. Давайте пойдем дальше. У каждого, понятно, в своей области. Есть такое значение, вот смотрите, как чемоданчик рука держит. Уделите внимание собственному здоровью. И это не про болезнь. Вот как будто нужно быть именно внимательным в этот период, чтобы, где-то не наделать глупостей. И для тех, у кого, мои дорогие скорпионы, есть какая-то тема по части вашего здоровья, к примеру, это как рутинное обследование, когда вы
ну, вам нужно было к стоматологу идти, а вы все откладываете, откладываете, а вас что-то беспокоит. Или, в принципе, есть какое-то недомогание, а вы тоже ожидаете. По типу пройдет само. Вот здесь нет. Уделить внимание самому себе. Не оставить что-то, ну, как, знаете, надев розовые очки, может быть, рассосется само. Вот здесь нет. По части здоровья что-то нужно прояснить на практике. И поверьте, только врач может правильно оценить объективно ваше состояние здоровья. Вы это на уровне эмоций или самочувствия. Но есть еще и конкретные какие-то исследования, которые вам наверняка придется, может быть, или ну, совершить, или, по крайней мере, узнать о себе что-то более подробно и конкретно одновременно. Идем дальше. Правда, какие-то тайны или маска. Это может быть или человек, который за вами наблюдает. Да, по этому значению может быть и скрытый враг. Или, мои дорогие, когда вам не говорит кто-то правды. Вы можете где-то это чувствовать, вы очень интуитивные люди, но значит есть та тема, которую вам необходимо прояснить. Может быть, это и как совет, мои дорогие, когда для вас будет совершенно необходимо тоже примерить эту маску. Держите ее за пазухой, и тогда нет ничего невозможного. Может быть, есть какое-то, ну, в той или иной области ваше решение, но вы не знаете, как его подать или обнародовать. Может быть и так. И тогда некоторая продуманность вам будет помогать. Это правда. Могут быть подарки какие-то, посмотрите. Это конкретно как сам по себе либо подарок, либо какое-то предложение, потому что это как дар, это как возможность какая-то, мои дорогие, у вас образуется до конца сентября. Значит, как и согласовать что-то, к примеру, в высоких инстанциях вы можете. Так, и для себя уже какое-то новое направление, вполне вероятно и так, определиться с чем-то. И я должна сказать, нет закрытого пути, поэтому от вашего какого-то решения важного, несмотря на сомнения, несмотря, может быть, на какие-то еще неопределенности, а вам как будто придется делать какой-то вывод или решение принимать. Наоборот, у вас даже открытый путь, мои дорогие, к осуществлению задуманного или реализации проекта. И не должно быть какой-то двойственности, и поэтому, может быть, так оно и будет. Вам что-то предлагают, но вам нужно оценить предложенное. Ну, если мы говорим по работе или, может быть, и по части личной жизни, как это согласуется с законом, как в отношении вас работает закон. Есть смысл узнать что-то поподробнее, если вы не специалист в юриспруденции, не сделать какого-то неосторожного шага, потому что у нас маска выпадает в этом же квадрате. Но как раз у вас и возможность обойти что-то, сделать красиво. Может быть, наоборот, сделать что-то по закону, очень так вот элегантно, без какого-то ненужного шума, без ненужных эмоций. И так тоже я могу предположить. Но некоторая вот такая вот ваша осведомленность, к примеру, да, дополнительная, когда вы ищете информацию и вы ее находите, или какой-то, знаете, как просчет, может быть, в некоторых вопросах. Я могу допустить и какую-то многоходовочку для вас, мои дорогие. Но тогда это все равно должно быть как-то с буквой закона
ну, воедино согласовываться, открытый путь к новым возможностям, к новому качеству жизни. Но есть темы, которые, поскольку сомнения есть, значит, есть то, что нужно продумать больше. Вот посмотрите, где-то в середине у нас выпадает нашего расклада именно эти два значения. То есть перевести в какую-то более конкретную плоскость то, что у вас вызывает сомнения в принципе. Или прояснить для себя, как в отношении меня, если я буду осуществлять мой проект, как будет работать закон. У вас же еще и выпадает именно учреждение само. Я могу допустить, у кого-то могли быть и слушания в суде. И тогда вот какая-то история, она постепенно уже разрешается, как будто открытый путь. И даже если уже вы в точку в чем-то именно до конца сентября не поставите, то вы будете, скорее всего, видеть направление какое-то, куда идут эти события, или как обстановка разворачивается, какие детали чего-то добавляются, или каких-то, может быть, дополнительных сведений или нюансов, но в конечном итоге к чему это все приведет. И пока я с вами говорила, не вижу совпадений. Если вы увидите, напишите, мы обсудим. Но я не вижу. И мы спросим у карт Таро, в чем ваша сила? Или в каких энергиях вы наиболее перспективно, удачно решите те или иные вопросы. В чем ваша сила? Сильная позиция. Четверка пентаклей. И называю карта жадины. Ну вот в вашей жадности можно и так трактовать. Я, конечно, шучу, но тем не менее в каждой шутке есть доля правды. И поэтому это когда мы что-то не рушим. Это когда мы очень продуманы. Мы никуда не спешим, кстати. Это карта еще стабильности. Поэтому все то, что стабильно, все то, что постабильно, как и по работе, или по новым проектам, или по личной жизни, или по каким-то вашим планам, намерениям и целям, здесь тоже нужно стабилизировать. Или, может быть, вы будете пересматривать что-то, но, значит, тоже что-то просчитать нужно. В этом сильная позиция. Давайте я достану еще одну карту. В чем ваша сила? А когда вот эти страхи, вот этот паук или восьмерка мечей, это то, чего действительно нет. Оттолкнуться от того, что надежно. И это касается как и персон, личностей, так и касается, как я уже сказала, вашего какого-то конкретного дела. Понимаете, в чем будет ваша сила? Когда вы, даже если где-то вот эти сомнения, они в вас присутствуют, вы их переводите в какую-то реальную плоскость. Вы не позволяете себе нырнуть вот в этот бездонный колодец сомнений. Может быть, сами себя останавливаете. Или как раз то, что прежде, может быть, вас мучило, вы здесь разберетесь. Мы ведь говорим про тайны. Все же, если у нас лунное затмение и еще одновременно Сатурн в рыбах, вот здесь без четких границ какие-то такие могут быть вопросы, когда определиться вроде как стоит. А вот внутреннее ваше ощущение, оно где-то может давать, ну, разные подсказки. Но я так думаю, что может быть сочетание, вот этот вот квадрат Плутона и Венеры нам помогает, вам помогает в первую очередь расставить все по местам. Вот в этом будет ваша сильная позиция. Событие, которое изменит вашу жизнь. Ну, это про по местам. Паш мечей – это когда мы, знаете, принимаем какую-то реальность. Когда мы ищем правду, мы ее находим. Когда некоторые вопросы мы решаем логикой, рационализмом и без эмоций. Ваше, может быть, вы столкнетесь с тем человеком конкретным, каждый в своей какой-то области, когда вам пытаются навязать какое-то свое мнение. И вас это будет несколько менять, потому что у вас как будто свой путь, у вас есть свои цели, направления, но вы можете действительно столкнуться с теми, кто с вами не согласен. Давайте я еще достану одну карту. События, которые меняют вашу жизнь. Но меняется все равно. Оттолкнуться, безусловно, вот мы должны от этой карты надежности или вообще, в принципе, от надежных людей, как я уже сказала, и от каких-то надежных проектов. И это не есть, что мы что-то внутри себя самих бесконечно обдумываем, анализируем, мы так ни к чему не придем. А вот узнать, к примеру, Паш мечей хорошо проигрывается, когда мы ищем истину, мы ее находим. Или мы буквально изучаем какой-то закон, как это работает.
И тоже мы вот делаем что-то более конкретно, рационально. И вот тогда вот, пожалуйста, солнце, у вас какие-то, мои дорогие, возможности. Но правильно оценить обстановку. Ну, где-то себе закончить какой-то период сомнений, тайн, неопределенности, переложив все в реальную плоскость. И вот эта карта солнца, она как раз и говорит о том, что у вас, как и перезагрузка, смена парадигмы или какие-то новые возможности, ведь это карта счастья, радости, удовольствия, где-то не без этого. И есть и значение, это карта выбора правильного направления, и вы можете в этот период с чем-то определиться, и последующие полгода, как минимум, вы будете как раз уделять внимание тому, что для вас наиболее перспективно. Но вы как переход какой-то своеобразный делаете, или если мы говорим порог между прошлым и будущим, вы переступаете его. И это может произойти, ну, где-то до период до конца сентября. Событие, которое изменит вас самих. Давайте я достану карту. Деньги, безусловно, и вообще это одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Вы можете пересматривать как вопросы вашей занятости, как вопросы по части карьеры, ну, так и в принципе, как будто деньги будут, новые виды или способы заработка. И когда мы должны что-то продолжать, причем продуманно. Опять же, нам практик показан, уже профессионал и как будто рост. Кто-то задумается о карьере, а кто-то из вас будет осваивать новые способы заработка. Но если мы спросили, как или какое событие меняет вас, а меняет именно то, что хочется вот этой стабильности, надежности. И, наверное, это будет как центральная тема. Может быть, мне надоело разочаровываться в людях. Мне надоели буквально какие-то контакты малозначимые, которые требуют от меня какого-то участия или траты сил ненужной, но которые в конечном итоге не заканчиваются ничем. Вот в большую продуктивность, в большую состоятельность, большую какую-то материализацию происходит событие с вами, и вы сами где-то меняетесь, или вам захочется чувствовать себя более состоятельным человеком. И вот такое вот, наверное, самое главное чувство будет или может кого-то из вас подталкивать, чтобы себе не навредить. По четверке, в чем ваша сила? Это когда мы себе не вредим, это точно. Событие, которое меняет именно вас самих. И по пажу жезлов это дела, работы, бизнес и деньги. И правда, это новое начинание или самое главное, какое-то решение вы примете. И это решение будет касаться всего того, что я уже перечислила. Давайте на колоде советы ангелов. Мы спросим, какой совет вам дадут, мои дорогие скорпионы. Карты. Открытый путь есть. Об этом нам карты пасьянса. И ведь это у нас неожиданности и сюрпризы. Поэтому где-то, может быть, то решение, которое вы принимаете, оно вас меняет. Оно долгое время зрело где-то. Вы продумывали. Вы на что-то не решались. И вы скорее решитесь уже в сентябре. Итак, совет для скорпионов, моих дорогих, любимых скорпионов. Какой-то вопрос вы должны прояснить более конкретно. Проясни, выясни что-то в более ясном варианте. Вот конкретный нам дают такой совет. Может быть, по части направления, может быть, и по части личной жизни. Дайте я еще достану одну карту для вас. И вот так вот дальше продолжай. И я должна сказать, что не сказала, но хотела. Восьмерка пентаклей. Я называю эту карту, знаете, есть такая фраза. Мне когда-то очень давно сказал добрый, мудрый друг. Это был тот период, когда мне казалось, что я словно клей БФ, когда вроде и липнет, но ни шиша не клеится. И было желание бросить некоторые занятия. И на сегодняшний уже день, это было достаточно лет тому назад, я понимаю, как хорошо, что я это не бросила. Потому что для меня это очень важно. Это начало многих моих свершений. Так вот он мне сказал эту фразу. Продолжай, либо ты победишь, либо у тебя не хватит терпения. И конкретно оракульные карты ангелов вам говорят, продолжай вот именно так.
но, может быть, в новом контексте, в новом каком-то, таком пристальном внимании к чему-то. Не позволяй разрушить свое счастье, мои дорогие скорпионы. А те вопросы, которые у тебя двойственны, ты просто проясни. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.